многих людей к концу 90-х годов были вот такие старые системные блоки. Здесь еще можно наблюдать очень старые разъемы под оперативную память, дополнительные разъемы, то есть достаточно старый системный блок. Даже по нему можно видеть, что он весь проржавел. Ни USB разъемов, ни каких-либо других современных разъемов здесь нет. Хранился он не очень хорошо, во влажной среде, но нас интересует отсюда только жесткий диск на магнитных накопителях. Его объем 3 гигабайта, то есть совсем маленький объем по современным меркам. Для тех времен это был нормальный объем. Его разъем интерфейса A/D. Подключить его к более-менее современным компьютерам в принципе возможно. Рабочий он или нет, я не знаю. Но очень было бы интересно подключить его и посмотреть, что с ним, работает он или нет. Посмотреть свои старые файлы, то есть испытать ностальгию. Диск этот, получается, не запускался ровно 20 лет. Здесь была установлена то ли 95-я Windows, то ли 98-я. В общем, сегодня цель наша запустить его, попытаться. Чем мы и займемся. Цели подойдет системный блок не такой уж и новый, но и не совсем старый. Тип памяти у него DDR2 оперативный. Так, разъем для подключения накопителей A/D и 4-пиновый разъем питания. Все, что нам понадобится для подключения нашего жесткого диска. Сейчас подключу его и продолжу снимать. Диск подключен. Запускаем системный блок. Сразу слышны потрескивания из жесткого диска. Но это и неплохо, он и раньше трещал в принципе. Появился курсор, а также рабочий стол. То есть диск, в принципе, запускается. Конечно же, пароль мы не помним. Нажмем «Отмена». Некоторые функции в этом режиме будут недоступны. Сразу же жесткий диск попытался установить драйвера, которые он вряд ли установит. Поэтому нажимаем «Отмена». Видеоадаптер, отмена. Разрешение ставим 640 на 480 точек. Перезагружать компьютер не будем. Оказалось, что жесткий диск вполне рабочий, выполняет свои функции. Система загрузилась. Оказалось, что здесь
установлена Windows 98. Это технические характеристики данного системного блока. Немножечко даже интересно, чем же пользовался подросток в те времена. Я даже уже и не помню. Здесь у нас папочка с музыкой. Воспроизводить мы ее не будем, так как может быть на них установлены авторские права. Но для себя очень интересно было посмотреть. Также можно скопировать на флешку старые игры. Месть Юрия. Не помню, что за игра, вроде бы стратегия. Игра в волейбол. Здесь предупреждение о цветности, но нас она не интересует. Даже работает игра. В детстве можно было поиграть с другом на одной клавиатуре. Лично для себя я нашел много чего интересного, испытал ностальгию. Вот, кстати, еще одна интересная игрушка на флеш-плеере. Раньше было очень популярным. Сейчас, конечно, этого вы уже не увидите. К сожалению, не имею штатива. Сейчас вряд ли кто-то играет в игрушки на флеш-плеере. Папка с программами. Болтун. Программа, которую можно было обучать и разговаривать посредством сообщений. Чимакс. Так, я и думал. Месть Юрия здесь вряд ли запустится. Очень популярный проигрыватель Winamp, который использовался в те времена. Давайте посмотрим, что здесь находится в меню «Пуск». В общем, вот такая ностальгия нас сегодня настигла. Мы вспомнили, что было 20 лет назад. Так что, если у вас завалялся жесткий диск тех времен, даже при условиях, что он был в ужасных условиях хранения, все равно он работает, все равно можно изъять с него данные и посмотреть, как оно было. Еще раз покажу, как запускается данная операционная система Windows 98. Вот такой появляется логотипчик. Если слышно, жесткий диск имеет такой своеобразный хруст, и это его норма работы. Уважаемые зрители,
Рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.